Матвей Ефимович познакомился со своей женой еще в детстве. Молодые люди уже в подростковом возрасте знали, что будут вместе. После свадьбы в скором времени любимая жена Верочка подарила долгожданную дочку. В семье царила полная любовь. Однако, несмотря на старания родителей, девочка росла хулиганкой. Рита училась плохо и часто прогуливала занятия. Но родители верили, что это только переходный возраст. Когда девочка окончила школу, она категорически отказалась оставаться в деревне. Рита уехала в город, где начала вести разгульный образ жизни. Родители долгое время не верили слухам, пока не узнали, что их дочь посадили за употребление наркотиков. У Верочки с детства было слабое сердце, а когда дочь приносила проблемы, становилось только хуже. Но узнав про тюрьму, супругу Матвея Ефимовича экстренно забрали в кардиологию, откуда она уже не вернулась. Мужчина долгое время провел у могилы своей жены. «Прости, родная, еще Рите надо помочь. Уж потом свидимся», — проговаривал пожилой мужчина. Он тогда еще не знал, что надолго переживет свою супругу. Но даже несмотря на то, что дочь в тюрьме, она не переставала преподносить отцу сюрпризы. Девушка забеременела от охранника, видимо, специально, чтобы выйти досрочно. После рождения дочери Рита получила долгожданную свободу, а дочку принесла отцу на крыльцо. Словно кукушка, девушка подкинула ребенка, даже не увидевшись с отцом. Когда Матвей Ефимович открыл дверь, он понял, кто лежит в корзине. Ему даже не было обидно. Он был даже рад, что дочь не сдала ребенка в детский дом. Лучше ведь расти с близким человеком. Время шло. Вот уже 19 лет исполнилось Полине. Она была одна из самых красивых девушек в деревне. Очень на свою бабушку похожа. Особенность только была, хромала немного. Старик винил тюремных акушерок, которые явно не владели нужными навыками принимать роды. Но такая особенность не мешала девочке жить полноценно. Она стала противоположностью своей матери. Всегда помогала дедушке, окончила хорошо школу, но в город поехать отказалась. Жизнь в деревне ей нравилась больше, да и любимого дедушку ей не хотелось покидать. Однажды старик ехал с рынка, а за пазухой у него спал маленький пушистый комочек. Торговец загнул за щенка цену, равную половину пенсии деда. Но этот малыш был слишком похож на его старого друга, который прожил у него 15 лет. Что деду, что Полине было тяжело без питомца, и старик не смог пройти мимо. В автобусе люди изредка поглядывали то на старика, то на любопытного щенка, который то и дело выглядывал и знакомился с новыми запахами. На остановке Матвея Ефимовича уже ждала любимая внучка. Полина всегда ждала дедушку, когда тот возвращался с рынка. «Кто у тебя там?» — заметила девушка. От глазастой внучки ничего нельзя было скрыть. Как только она увидела щенка, ее глаза засияли ярче улыбки. «Это боцман. Половину пенсии отдал и часы в придачу, но ни капли не жалею», — сказал старик. Боцман с огромным любопытством обнюхивал местность. Как только нежные женские руки приблизились к его мордочке, он кинулся ласково их облизывать. Щенок рос не по дням, а по часам. Из хрупкого малыша боцман вырос в красивого охотничьего пса. Каждый из местных мужиков пытался выкупить его. Боцман был не только верным, но и прекрасно понимал огромное количество команд. Ходить на охоту или просто на прогулку было одним удовольствием, с таким другом для Матвея Ефимовича. В тот день старик пил травяной чай, а Полина играла с боцманом во дворе. В гости к старому егерю наведался председатель деревни. «Здравствуй, Матвей Ефимович, у меня к тебе дело есть. Я знаю, как ты следишь за местным порядком. Сегодня возле озера, говорят, странную машину видели. Надо бы проверить, нам чужаки не нужны», — сказал мужчина. Матвей Ефимович любил порядок и не терпел браконьеров, поэтому сразу согласился. Собрав вещи, взяв охотничье ружье, егерь отправился в сторону местного озера. Как всегда, боцман шел впереди хозяина и обнюхивал каждую веточку. В какой-то момент пес остановился. Его хвост замер, и боцман начал принюхиваться. Пара секунд, и пушистый охранник рванул в сторону деревьев. Пес вывел Матвея Ефимовича к 2 соснам, которые стояли в 2 метрах друг от друга, а за ними уже виднелось то самое озеро.
Между соснами была странная яма. Боцман бегал вокруг нее и тщательно обнюхивал. Когда дедушка подошел ближе, его внимание привлекло то, что яма свежая, она не очень глубокая, но дно спрессовано, словно кто-то что-то закопал. У старика в голове промелькнули страшные мысли, ведь земля была похожа на могильное захоронение. Вокруг валялись клочки земли, кто-то словно не успел закончить дело. Боцман долго принюхивался, а затем начал рыть свежую землю. Старик знал, что его пес очень умный и просто так бездельем заниматься не будет. И руками он начал помогать раскапывать. Седые волосы старика встали дыбом, когда он понял, что только что с боцманом они раскопали свежее захоронение. Но откуда здесь оно? Сразу было понятно, что закопали не покойника. Видать, кто-то навредил кому-то. В глуши поблизости ни одного кладбища, еще и так неаккуратно. Крышка была не заколочена, поэтому на свой страх старик решил аккуратно сдвинуть крышку гроба. Внутри лежал парень, вроде живой. У Матвея Ефимовича затряслись руки. Боцман же начал облизывать лицо парня, словно в попытке привести его в чувство. Через несколько секунд юноша пошевелился, и стало ясно, что он живой. Ни секунды не думая, старый егерь вытащил парня, закинул на плечи и понес домой. Дома Полина бегала от кухни в комнату, то и дело меняя прохладные полотенца на голове молодого мужчины. Он не просыпался, но пульс и дыхание были. Из деревни егерь привез своего старого друга, который раньше работал фельдшером. Врач сказал, что организм у парня крепкий и скоро он придет в себя. Однако, несмотря на усилия Полины, парень очнулся только спустя неделю. Когда мужчина пришел в себя, он ничего не рассказал, лишь попросил сделать один звонок. Полина с Матвеем Ефимовичем переглянулись, и девушка принесла телефон. Мужчина действительно сделал лишь один звонок. Оказалось, что Павел был главным наследником крупной фирмы в стране, но его младшие братья были против. Так они решили разобраться с братом, закопав его заживо. Павел позвонил своему охраннику и сообщил местоположение. Через час прилетел вертолет с кучей людей в костюмах. Павла хотели забрать, но он отказался. Мужчина дал множество указаний, чтоб дела привели в порядок за неделю его отсутствия, а сам решил долечиться на природе. В итоге, вместо обещанных несколько дней, он прожил месяц в домике егеря. Парень помогал семье по хозяйству, а Полина водила молодого человека по лесу и показывала разные природные места. Павла беспокоила хромата девушки, но конкретного Полина ничего не говорила. Через свои связи Павел договорился с клиникой за границей и уже вскоре оповестил Полину, что ей помогут. Сначала девушка была против, аргументировав, что не оставит дедушку, но Матвей Ефимович настоял, чтобы внучка поехала лечиться. Операция прошла успешно. Павел ни на секунду не покидал Полину, а после ее выздоровления сделал девушке предложение. Через год у молодых родилась прекрасная дочка. Матвей Ефимович и представить не мог, что доживет до момента, когда сможет понянчить свою правнучку. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.